Мотор! Начали! Один 37. Простите, пожалуйста, должно 250 получиться. Что я, по-вашему, ворую? Я этого не говорила. 23. 60, 20. 32, 64. 75, 20. 53, 13. 271, 37. Хорошо, тогда я вот это вот не возьму. Ну тогда отнесите на место, где брали. Девушка, извините, ради бога. Пожалуйста, извините. Ты гад! Подождите, что вы делаете? Идиот! Я извиниться хочу. Пропади пропадом со своими извинениями. Пусти мою сумку! Подождите, сколько стоит ваша одежда? $1000 стоит моя одежда. Так, у меня с собой нет денег. Давайте сядьте в машину, доедем до банкомата, я вам дам $1500. Засунь себе в задницу свой банкомат. Здравствуй, Ниночка. Дождь на улице? Да. Ты чем-то расстроена? Нет, все хорошо. Да, все хорошо. Все хорошо. Вот, смотри. Землетрясение у вас на Камчатке. Где? Недалеко от Петропавловска. Надо маме позвонить. Был такой китайский полководец Люся. После его смерти ему присвоили почетное звание Хуй. Что, как ты знаешь, означает мудрый. Это и про меня. Саш, что случилось? Просрочен платеж в ипотеку. Что теперь? Ну, в лучшем случае, процент от неуплаченной суммы, помноженный на дни. Ну, а в худшем, не строящиеся квартиры, ни залога этой комнаты. Боже мой, какой ужас. Почему ты мне не напомнил? Но у меня голова забита работой, я не могу разорваться. Саш, прости, но ты мне не говорил. Да, не говорил. Ну что я должен говорить? Что нужно одеваться, готовить обед? Это и так понятно. У каждого свои обязанности. Ну, прости. Все, прости. Прости, ну. Ну, прости, ну. Все. Давай утешимся, ну. Император Цинь Ши Хуан советовал перед боем в позе дракона.
докторская твоя что? Ну, она чуть подождет. Мне стыдно, что я не зарабатываю. А это наш договор, Нинуль. Согласно этому договору, я должен приносить деньги, а ты кормить меня бутербродами. Если сказать об этом вслух, конечно, звучит не очень красиво, но нас это устраивает, ведь так? Но я это делаю, потому что мне это приятно. Мне тоже очень. Очень. Иначе не было бы никакого договора. Во всем и всюду договор. Даже если он не прописан. Если о нем не сказано ни слова, все равно. Я спрашиваю у прохожего, как пройти на улицу, например, партизана Германа. Предполагаю, что он остановится и уделит мне часть своего времени. Если не ответит, я буду злиться. Потому что он нарушил негласный договор между вежливыми людьми. Так значит, у нас с тобой договор? Как бы это тупо не звучало, конечно. А как же любовь? Любовь – это основной пункт договора. Спасибо. Очень точное определение. Русский язык велик и могуч. Передай мне, пожалуйста, соль. Пожалуйста. Ой, черт. Тома, пожалуйста, ну зачем? Зачем что? Зачем я рассыпала соль? Зачем ты заводишься? Затем, что я исполнительница роли супруги, Сережа. А супруга – это счастливое домашнее животное, которое иногда выводит в свет для демонстрации экстерьера. Кстати, нет уже никакого экстерьера. Что ты предлагаешь? Бросить мне работу и сидеть вечером у телевизора? Нет, конечно, Сережа, я тебе этого не предлагаю. Тамара, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Клиент хочет в театр. Я должен быть с женой. А почему ты не предупредил заранее? Это экспромт клиента. А, понятно. И что там сегодня? Лебедина, естественно. Я больше не могу это смотреть. Я тоже не могу. Я зарабатываю деньги. А зачем ты их зарабатываешь? А хрен его знает. Когда я преподавал в Шанхайском университете, Какой все-таки умный мужик. А как он в постели? Перестань. Чего перестань? Важнейший показатель. Не для меня. Ты фригидна? Не кончаешь? Лара, секс это не главное. Да, ты права. Бабки. Но с ним ты еще долго их не увидишь. И это не главное. А что? Сказка. Принц. На белом коне? Лариса! Даже унися, даньши, сянь даньши. Не чишал ненго бойся, не ляуза джунгу чан тунде. Сян цзин, хелунши. Лягу сянь сянь. 我就是知道孝子是什么意思，不过还是想问您，不是认为按照中国古代传统老师之要，将子影响图的生活，绝对不可成为他的缘分。 Да, а в котором часу? Через 2 часа. Не тянет на принца твой Александр Валентинович, рационален излишне, суховат, я бы даже сказала. Хотя защитить докторскую наверняка станет завкафедрой, а там перспектива. Ты на правильном пути. Лара, извини. Пойдем мне, пойдем. А, конечно. Ты помнишь, я обслуживал переговоры банка с китайцами? Сегодня у них протокольное мероприятие, фуршет, подписание договора. У тебя хорошо получится, сходи вместо меня. Ну а что там, светские беседы? Кстати, в этом банке наша ипотека. Ты начальство встретишь, попробуй их разжалобить, сделай что-нибудь. Вы будете переводить председателю правления. Простите, я не могла бы обратиться к вам с просьбой после работы. К нам пришло уведомление из вашего банка. Это очень плохо.
что вместо своего мужа он подвел и нас, и себя заодно. Отдашь потом. Но будем надеяться, что ваши профессиональные данные не слабее внешних. Входите. Познакомьтесь. Нина Сазонова. Переводчик. Геннадий Ильич, я не очень доволен заменой переводчика. Я ручаюсь, Сергей Андреевич. Ты с ней работал? Лучшие рекомендации. Это легкомысленно. Простите, мне уйти? Никуда не надо уходить. Нина Сазонова. Будем надеяться, что вы справитесь. Только между «будем надеяться» и «есть» большая разница. Так что не обижайтесь. Идите сюда. Господин Лю неплохо понимает по-русски, поэтому предельная точность перевода. Напоминаю, товарищ Лю – бывший партийный лидер одной из провинций. Из слабости игра, обожает рулетку. Наш закрытый клуб ждет уважаемого господина Лю. Члены китайской делегации в приемной. Пригласите господина Лю в кабинет. Приготовились. Господин Лю, члены китайской делегации. 你好。 Здорово. Сколько голов? 23. Значит, в матрешном магазине получу за каждую голову. Скажи, что лучшие в городе матрешки, янтарь там. Но если удастся их на лодку затащить. Да какие каналы в такую погоду? Попробуй, небось не французы. А тебе с лодочника навар. Возьмешь еще 2 группы? Не, мне хватит. Ну давай. Спасибо. «20 черная». Вы выиграли. Поздравляю. Прошу. Сеся. Спасибо. Новые ставки. Вот 2 фишки по 100 долларов. Ставьте. Нет, я лучше не буду ставить. Ну тогда ставьте их себе. Ставок больше нет. Но тогда я поставлю их на зеро. Так играют только студенты или гусары. Хотя один фантастический случай произошел 18 в красных. начале 90-х. Меня кинул компаньон Делайте ставки, за господа. границей. А расплата в России или рублями, или, извините, кровью. Время такое было. А у меня на руках 5000 марок, но ими за долги не расплатиться. И тут я вспоминаю, я же в Баден-Бадене, здесь играл Федор Михайлович. Я иду в казино и ставлю все на зеро. Ставок больше В нет. случае выигрыша сумма умножается на 36. Смотрю, шарик крутится. Шарик крутится. Смотрю на шарик. Крупье объявляет зеро. Я спасен. 17 черная. Интересно. Новые ставки, пожалуйста. Это ошибка. Ну ничего, фишки же не мои. Ставки закончились. Зеро. Неплохое начало. Советую вам больше не ставить. Делайте ставки. Обменяйте все это на деньги в кассе. Вы не выиграете. Ставок больше нет. «27 красная. 风水轮流转嘛。 Я вас предупреждал. 哎， В отличие от вас, Лю выигрыш. 好，谢谢。 Теперь ее от стола до утра не оттащишь. Делайте ставки. А вы играете в кегли? Никогда не играла в кегли. Я уже выписал карточку. Я господину Лю уже не понадоблюсь сегодня. Думаю, нет. Господин Лю азартен. А вы? Был. Что случилось? Угас. Как? Как газовая конфорка, знаете? Поворачиваешь ручку, и огоньки прячутся. Уходят внутрь газовой горелки. Вы шутите так? Ничуть. Пройдем на дорожку. Ну вот, примерно так. У меня не получится так. Получится. Не получится. Пробуйте. У меня не получится. Вот ваш шар. Не те пальчики. Вот этот палец. Вот так. Поднимаем. Размахиваемся и раз. А я попала.
Дальше сами. Хорошая девочка, она тебе глаз положит. Да? Уж ты поверь. Приглашай ужинать, то все. И в номера. Она не пойдет. А ты приглашал? Даже в голову не приходило. А хотелось бы. Пожалуй, да. Вот. Видишь? Приглашай. Я думаю, пойдет. Только уговаривать надо нежно и вкрадчиво, как важного клиента. Вот она жизнь, Сережа. Бери ее. А иначе зачем? Действительно, зачем? Действительно, зачем ты закончил 2 вуза? Зачем как подпольщик выживал в 90-х? Зачем как папа Карло корячится сейчас, everyday? Чивас Ригал, безо льда. Понял, чего. Воды без газа. Что ты видел, кроме бумаг и самолетов? Что у тебя было? 3 десятка купленных людей, которых ты не помнишь. И трахая, которых все время боялся или спида, или шантажа. Я это знаю, потому что сам такой же. Вперед, Сережа. Небольшая интрижка на стороне, к счастью. О, браво, браво. Нин, а пойдемте поужинаем? Это недолго? Недолго. Какой чудесный вечер. Прям как в сказке. А вы все время в ней живете, да? Я долго верил в Деда Мороза. И если хотите, все, что я потом делал, я делал для того, чтобы вернуть эту сказку. Где я принц, на белом коне, вокруг меня чудовище, люди с пёсьими головами, а впереди меня ждет Принцесса. вообще-то королевство, но и принцесса тоже. Но чем упорнее трудился, тем дальше от этой сказки уходил. Проценты, фьючерсы, котировки акций, конкуренты. Я тоже хотела жить, как в сказке. Я даже иногда пытаюсь себе это вообразить. Давайте попробуем вместе. Как? Сергей Андреевич, нам пришло письмо из вашего банка. Это ипотека и… Нина, не хочу думать, что вы сидите со мной только из-за каких-то дел. Давайте поднимемся в номер, там поговорим. Удивительно, как легко испортить даже такой чудесный вечер. Нина, я не хотел вас обидеть. Я не умею обольщать дам, в этом смысле дилетант. Собственно, это и так видно. Вы мне просто понравились. Хотела, чтобы такой чудный вечер продолжился, и случилась сказка. Извините. Вы хотели мне что-то сказать? Уже не хочу. До свидания. До свидания. Хотя нет. Мой номер у вас есть. Я буду ждать. Когда бы вы ни позвонили. Но вы знаете, чего я хочу. Мое предложение остается в силе. Как все прошло? Нормально. Дали $300. Это с бонусом. Всегда дают больше, когда контракты подписываешь. Между прочим, Саша, я сегодня в руках держала $7000. Так. Я их не взяла. Вот как? Потому что это была подачка. С барского плеча. Держите, мол, лакеи. Мне от вас ничего не нужно. И чье плечо было? Председатель правления. Буржуин? Ну, кстати, довольно приятный мужчина. Почти поэт. Пока нутро не полезло. Подожди. Просто так дал, что ли? Ну, почему? Я в рулетку выиграла. Ты что, там в рулетку играл? Они гуляли своего главного китайца. Мне дали 2 фишки. И ты не взяла деньги? Саш, ну я же не на свои играла. Ну и что, ты же выиграла, Нин!
ты же знаешь, что у нас с деньгами. 7 тысяч позволили бы нам. Тебе что, плевать, что я бросил диссертацию? Корячу с китайцами. Я получил 200 баксов за 12 часов тяжелой работы, а ты не взяла 7 тысяч долларов! Саша, ты понимаешь, что это было бы некрасиво? Что я чувствовала бы себя обязанной? Кому? А по отношению к нам ты чувствуешь обязанность? К нам! А если бы он за любовь предлагал, тоже надо было бы взять? Я тебя умоляю. Уверен, этого не предлагал. Хорошо. В следующий раз я возьму. До следующего раза не будет уже. Про ипотеку с ним разговаривала? Я хотела несколько раз заговорить, не получилось. Ну, конечно, игра захватила. Конечно. Но не могу же я быть все время вместо тебя! Пойми ты, жизнь гораздо грубее, сложнее, ответственнее, чем ты думаешь, Нина! Начинаю понимать. Ладно, бог с ним. Дорого здесь. Кофе мои предки могут меня обеспечить. Жаль, только больше с них не вытянешь. А вам сейчас главное найти деньги. Да, знаю я одного богатенького, но скорее сдохну, чем у него попрошу. Кто такой? Банкир, там, где наша ипотека, я ему переводила в среду. Говоришь так, будто знаешь его с детства. Одного дня хватило. Он произвел на тебя такое сильное впечатление? Если хочешь, поначалу, да. Вместо Собакевича какого-то вдруг вижу почти лорда, да еще в окружении свечей, каминов и прочего гламура. Самое неприятное – это когда принимаешь одного человека за другого. Думаешь, что это Ричард Гир из Pretty Woman, ведешь себя с ним соответственно, а там… Сей джентльмен произвел на вас впечатление. Я жена своего мужа. Моя главная работа – заботиться о нем. О, какой реприманд неожиданный. Вот и сам Александр Валентинович везет китайцев. Знаешь, я чувствую себя сукой. А это что? То же самое, только по-китайски. Перевести? Текст идентичен? Шутишь? Еще раз позвать переводчика для сверки? Кого? Нину? Не надо, Нину. Не получилось или наоборот? Надо быть настойчивее. Девочка сложная. Пригласи того, который был раньше. Кого? Ее мужа? А он муж? Увы. Ну, кого-нибудь пригласи. Извини, что огорчил тебя. Виктор, выведи на мой монитор запись с камеры наблюдения, когда в казино играл китаец. Понял. Девушку укрупни. Не руки, лицо.
что ты такой страшный. Увлекся. Вообще-то мужчина должен постоять за себя, за свою женщину. Если бы тебя кто-нибудь обидел, я бы... Тунгун, туату, пожалуйста. 啊，好，好。 Дин, Здоров. Это деньги с билета за 14 душ. Вечером поведешь в театр, смотри, чтобы не разбежались. я готов работать до конца сезона, если что. Ну и хорошо. Деньги всякие важны, деньги всякие нужны. Давай. Володь, возьми моих.好， Хим-хим, вот это 大家啊，行，我们现在继续看啊。 Саш, это из банка? Да, документы наши в суд ушли. Черт. И что, ничего нельзя сделать? Можно было сделать. Можно было. Ты же была там. Вот тогда и надо было делать, а не играть на рулетке. Подожди, ты говорил, у тебя там знакомый. Нин, ну какой знакомый? Ну какой знакомый? Ну вице-президент их, приводил я ему когда-то. Не соединяет меня с ним, видимо, обиделись, потому что ты пришла вместо меня тогда. У меня есть телефоны главного. Так позвони. Я не хочу. Нин, ты с ума сошла? Я говорю, я не хочу. Сам звони. Нина! Простите, пожалуйста, а кто это? Это наш спонсор. Денег дал на выставку. Внизу фойе видели? На Байрона похож, правда? И не скажешь, что банкир. Все? Еще что-нибудь? А, нет. Кассация. 22 пиши мне. Я запишу. Пап, а касаться же нельзя, это же не существительное. Будешь ты отца учить. Это существительное. Да. Здравствуйте. Рад вас слышать. Вы знаете, мне сейчас неудобно говорить, я вам позже перезвоню. Что-то случилось? Ничего, с чего ты взяла? Я вижу. Ну, по крайней мере, ничего плохого. Нина. Извините, я не мог говорить. Я рад. Давайте встретимся завтра. Я днем позвоню, скажу, где и когда. Хорошо, спасибо.
в библиотеке выключу телефон. Я не поздно. Здравствуйте. Добрый день. Вы удивительно точны. Куда идти? Куда угодно. Я убивать вас не собираюсь. Может, поедим? Хотите? Нина, у меня к вам просьба. Улыбнитесь, пожалуйста. Поговорим о вашем деле? Стоит? Стоит. Вы ведь из-за него сюда приехали? Хорошо. Я просрочила ипотеку, теперь у нас суд. Ипотека на вас? На мужа. У мужа фамилия такая же? Да, Сазонов Александр Валентинович. Минуту. Гена, посмотри, наш клиент Сазонов Александр Валентинович. Рад, что ты помнишь Нину. Значит так, у них проблемы с ипотекой. Делаем пролонгацию на 3 месяца, без процентов. И посмотри, что там можно сделать максимально с льготами. Хорошо, что ты такой понятливый. Вот и вся ипотека. Все просто. Да, все очень просто. Что вы желаете, сударь? Нина, что вы будете? Вы так нервничаете. Вы сами нервничаете. Может быть. Чего вы хотите? Я ничего не хочу. Вообще? Я не знаю. Нина, послушайте. Я сделал то, что вы просили. И не требую за это никакой платы. Если вам неприятен, можете просто встать и уйти. Поверьте, это никак не отразится на ваших делах. Пойдемте. Quando me vo soletta per la via, la gente sorsa e mira. Что это? Это из богемы Пучини. Я иду по улице, я ступаю по плитам мостовой, и люди останавливаются, глядя на мою красоту. Люди рассматривают меня с головы до ног. Я еще никогда не была так счастлива. Видишь? Не нужно противиться своим инстинктам.
Я пошла. Что случилось? Ничего. Привет. Привет. Я тебе звонил недавно. Я забыла включить телефон, там в библиотеке нельзя. Жаль, а то узнала бы раньше. Послушай, произошло чрезвычайное событие. Даже наша система дает сбои. Короче говоря, вчерашний поход в банк, я думал, закончится ничем. Однако часа через 4 звонит мне какая-то дама из отдела кредитов и говорит, что нашли возможность нам помочь. Мало того, поскольку мы считаемся молодой семьей, они могут сделать нам значительные льготы. Ты представляешь? А ты говоришь, нет правды на земле. Вот. Ты не рада? Я рада. Плохо себя чувствуешь? Да ты бледная. Я хочу пойти прилечь. Едите полуфабрикаты из магазина. Вот и результат. Что у тебя болит? Голова болит. Сейчас я тебя вылечу. Саш, я не хочу. Привет. Привет. Задержался на работе? Ага. От тебя пахнет дамскими духами. От меня ничем не пахнет. Я был в душе. Уже? Дешевый запах. Ты был со шлюхой? Что за ерунда? Скотина. Подонок, подлец, мерзавец ты, скотина! Завтра скажешь сыну, что я уехал в командировку. Слушай, ты не беременна? Что? Давид у тебя такой. Ты не больна? Может, больна, может, беременна, я не знаю. Ну, купи тест, проверься. Как дома? Деньги достали? Там все нормально, банк отсрочку дал. Ну, поздравляю, ты добилась. Считай, что я. Ну, я так и подумала, у принца твоего для этого слишком много ума. Прости. Да. Давай встретимся. Завтра в 4. В том же номере, как тогда. Я не приду. Почему? Я все равно буду ждать. Я живу теперь в этом номере. Запомнила? Завтра в 4. Сергей, не звоните мне больше, я не приду. Ты не больна и не беременна. Просто психуешь из-за этой ипотеки дурацкой. Но все ведь закончилось. Завтра в общаге девичник. Приезжай. Отдохнем, расслабимся, тяпнем немного. Я возьму. Алло. Привет, Лар. Поживаем. Конечно. В котором часу? В 4 я за. Даю ей. Держи. Лара. Лара, я не хочу. Не знаю. Все, Лар, давай, пока. Она в общагу зовет? Поезжай, проветрись. Не хочется. Ну, недалеко же. Прогуляешься. Оденься только потеплее. Ладно?
Что? Саша, мне надо еще ненадолго в библиотеку зайти. А? Прости, я почти ничего не слышу. Добрый день, простите. Добрый день. Вот гость из 37-го номера, он не брал ключ? Просто мы на 4 договаривались, я звоню, никто не подходит. Одну минуту. К сожалению, номер освободили еще утром. Да, Рома, позвони на 5-й этаж. Да. Ленка опоздала и говорит: я так бежала, чуть ноги не поломала. А я на нее посмотрела и говорю: ну не поломала, но погнула ты прилично. Все так и упали. Да. Какой вы серьезный мужчина, Александр Валентинович. Как ваша диссертация? Пишется. А спортивные успехи? Браво, браво! Нинка, как тебе повезло. Алло. Это пересечение Пионерской и Большого. Сразу увидишь. Кто это? Это Прокопьевы девочки. Какой сегодня день? День твоего рождения. Я знаю всего это, лишь. я спрашиваю, какой сегодня день недели? Четверг, а что? Ничего, я пойду тарелки принесу. Одевайтесь, пожалуйста. Подождите меня. Смертельно хочется курить. Пойдемте. Понимаете?
понимаете? Она совершенно здорова. У нее очевидные симптомы не плохого состояния, а дурного настроения. Ну, будьте с ней поласкивее. Прикалываемся. Причину надо искать в вашей семейной жизни. Или вне ее. Ну, я выпишу там успокоительные, витамины. Это же преступление, не выписать витамины. Проснулась? Держи таблетку, запей. Давай, давай. Как ты себя чувствуешь? Получше? Гораздо. Отлично. Я очень рад. А я сильно продвинулся с диссертацией. Практически ее закончил. Знаешь, в голову лезет шальная мысль защищаться в Китае. Почему нет? Ведь даже для них это открытие. Жить можно в Шанхае. Чудный климат, субтропики. Тебе очень понравится. Как тебе? Согласна? М? Доктор посоветовал быть поласковее с тобой. Ты ласков со мной. Я думал, он имел в виду совсем другое. М? Давай как в первые месяцы знакомства. Помнишь? Саша. Саш, не надо, пожалуйста. Поначалу ты не хотела, я помню. Но я был настойчив. Мужчина инь, солнце. Женщина янь, луна. Мужчина должен быть твердым. И тогда они соединятся. Оставь меня, я сплю с другим! Дальше. Это все. Рассказывай. Рассказывай. Рассказывай, как ты с ним. Как ты с ним говори. Ты прикидывалась овечка, была шлюхой! Кто он? Саша, мне тебя жаль. Пошла вон. Пошла вон! Алло. Да. Что? Извини, я бы не звонила, но мне некуда идти. Я сейчас приеду. Что случилось? Это трудно объяснить. Но если трудно, не объясняй. Поверь, мне нужно идти. Мне не хочется, но нужно.
Чья машина? Жены. Ну что ты, девочка? Ну что ты? Куплю квартиру, нет проблем. Будешь жить. Вдвоем? Разберемся. Привет, Лара. Привет. Класс. А ты здесь кто? Да, вот как надо. Бедная девочка из глухой тьмы таракани, куда даже с самолета не долетают. И что? Центр города, двухкомнатные апартаменты. Вот что значит внешность. А может, душевность? Бред. У меня душевность лучше, и что? Все только переспать норовят, да никто жениться не хочет. Кстати, а твой он так или жениться собирается? Я не спрашивала. Значит так. Ну ничего, это все скрашивает. Лара, не надо так. Извини, я думала, ты к этому проще относишься. Конечно, сказка, принц. Что еще надо? Лара, я счастлива. Саша, там какие-то ханыги на лестнице. Пьют и гадят. Ой, так ты тоже пьешь? Тетя Дин, это не одно и то же. Саша! Саша! Ты же убьешь их! Что ты делаешь? Перестань! Стой! Ты же профессор. Только наличием китайского издания буддийского канона можно объяснить широкое распространение всюся традиции Цунми и Хуэя. Сашенька, ты что, головой стукнулся? Нет. Это просто строчки из моей диссертации. Дурак я, тетя Зина. Дурак. Не плачь, мальчик. Не такая уж она и хорошая. Там еще сладенькое есть. Сама приготовила. Я представляю. Пальчики оближешь. Да. Привет. Я проснулся, а тебя нет. Приезжай. Но у меня сейчас... В воскресенье ты говорил, что ты свободен. Мне нужно погулять с собакой. Ну, приезжай с собакой. Мне нужно кое-что очень важное тебе сказать. Важные дела. Угу. Пойдем, поможешь мне со сладким. Сережа, возьми перчатки, вытащи противень и держи его. Она молоденькая. Ты о чем? Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Что мне с этим делать?
поставь на стол. А зачем я держал? Сама удивляюсь. Поставь на стол, скажи всем приятного аппетита и езжай по неотложным делам. Я просто погуляю с собакой. Еще лучше. Сколько лет ты женат? 13. Так долго? Мне повезло. Так что ты делаешь здесь? Нет, я просто хочу узнать, какое место я занимаю в твоей жизни. Значительное. Значительное. Когда ты придешь? Не знаю. Приходи завтра. Если не можешь завтра, не приходи, я просто тебя буду ждать. Приду, когда смогу. Сходим в оперу. На богему. М? Это еще не скоро. На следующей неделе. Сходим. А тебе будет удобно или ты еще не знаешь? Не знаю. Я позвоню. Я вот тоже думал, откуда и что эта непонятная любовь. Но вот сидит перед тобой совершенно чужой человек. К тому же, заметь, не являющийся лучшим представителем человечества. Но к ужасу своему ты чувствуешь, что не дай бог будет надо, ты за него не только свою, но и чужие жизни не пожалеешь. Вычитал я у кого-то, что хочешь, если чувства свои охладить, то представь себе этого херувима, справляющим физиологическую потребность. Сразу интервальчик обретешь. Отдалишь на какое-то расстояние. Ну, мне и представлять не надо. За город поехали от жены скрываться. Остановись, говорит. Я в кустике отойду. А чё ходить? Давай, сразу, машиной. Да нет, ты не пописай. Ну, раз покакай, тогда только кустики. Дай сам член достал. Писаю на дерево рядышком и за дерево выглядываю. Жду, когда нравственное отдаление от херувима начнется. Хрена! Ничего не началось. Привез домой, сам раздел, сам помыл, сам всю вылезал. Потом сам же на руках в постель отнес, в любимую позу поставил и медленно отдалил меняющиеся 18 сантиметров. Потом также медленно приблизил. И так приближал, отдалял, пока не кончил. Ну что, теперь-то все, прошла любовь? Хрена, опять же не прошла. Проснулся утром, лежу с ней рядом и думаю, Господи, почему я не гермафродит? Не трахался в себя бы, и не страдал бы так, не мучился. И не пойму я, что меня бесит больше? То, что никакого противоядия нет от любви этой сумасшедшей? Или то, что она на меня не действует? В трусиках беленьких, полупрозрачных, ходит по даче. Ну что я, мало трусиков этих видел? Или того, что под ними? Ведь нет же. А вот остановишь на них свой похотливый взгляд, и конец. Ведь так? У меня не так. Ну, значит, счастливый.
Включите свет, Александр Валентинович. Не надо. Что вы делаете, Александр Валентинович? Не надо. Что вы делаете? Да вы же сейчас ничего не можете, Александр Валентинович. Я без нее вообще ничего не могу. Сергей Андреевич, звонит девушка-переводчик, говорит, что ей нужно 2 минуты. Меня нет. Уже так? Мы работаем? Еще как, Сережа. Ну как там у тебя? Все нормально. Только бобец какой-то. Убрать ее перед приездом шефа? Не надо. Это его дама. Пусть стоит. Привет. Привет. А ты почему на улице? Но меня же не пускают в банк, у меня нет пропуска. Что-то случилось? Нет. Просто пыталась тебе дозвониться. Хотела поговорить с тобой, услышать твой голос. Что услышать? Голос. Мне было очень плохо, но теперь все в порядке. Я купила 2 билета на завтра на Богему. Ах ты. Я завтра не могу. Жаль. Я приеду послезавтра. Обязательно. Сазонова! Мне надо поговорить с тобой. Может быть, не здесь? А где? У тебя в квартире содержанки там удобнее будет? Саш, что тебе нужно? Слушай, я из-за тебя стал посмешищем факультета! Если будешь здесь орать, так и будет. Да все смеются, когда мы вместе в аудитории. Ты что, не видишь, не понимаешь? Так нельзя, это нечестно! Саш, что ты хочешь? Я тебя прошу, уезжай, исчезни из моей жизни, помоги мне больно! Хорошо, я подумаю, пожалуйста, успокойся, иди домой. Стой! Я могу тебя убить, запомни это. Это присутствует. Но игрок он выдающийся. Он не только решил сократить Алло? 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 Впустишь меня? Ты зачем пришел? Мириться.
Ты должна вернуться, Нина. Ты должна вернуться, он плохой человек. Саш, может быть, он плохой человек. Может быть, он намного хуже тебя. Но я люблю его. И с этим сделать ничего не могу. И никогда не любила меня. Врала, значит. Я думала, это и есть любовь. Я не знала, что это такое. А что такое любовь? А? Что такое любовь? Как это? В позе лотоса, дракона, лебедя, как? Саша, пусти меня. Саша, пусти меня, я сказала! Ты моя жена! Ты моя жена! Саша. И у меня тоже любовь. Просто она проще, чем твоя. Саша! Алло. Ты должен сделать что-нибудь. Я так больше жить не могу. Сережа, я не от вторника до вторника. Я не могу его видеть каждый день, это невыносимо. Теперь это просто невозможно. Помоги мне, я хочу работать. Работать? Да, работать. Где? В туристическом агентстве. А университет? Год остался, язык я нормально знаю. Хочешь, я куплю тебе агентство? Купи. Думаешь, справишься? Да бог тебя знает. Наверное, справишься. Ты упрямая. Что касаемо твоего мужа, я им займусь. Да бог с ним. Тут совершенно в другом дело. Он пока был здесь, я чуть с ума не сошла от страха. Я боялась выкидыша. Я беременна, Сережа, у нас будет ребенок. Так что еще одна напасть на твою голову. Не рад? Боже мой, что я несу, а? Ты молчишь? Думаю. Я все равно его рожу. Это будет мой ребенок. Только мой, если ты его не хочешь. Рожай. У него будет счастливое детство. Это я тебе обещаю. Только это? Тебе этого мало? Опля. Что? Ускакал принц, пришел банкир. Поверь мне, это надежнее. Сережа, я на кухне. Ну?
Она ждет ребенка. А ты что? Я не хочу ничего менять. Почему? Там как-нибудь уладится, утрясется. Там не знаю. А здесь, Сереж, не утрясется. Я хочу остаться здесь, с сыном. А кто тебе мешает видеться с сыном? Нуждаться, я так полагаю, он не будет. А там родится новенький, маленький. Ты ему будешь нужен. Тамар. Ну что? Не портим исторический момент. Прощай. В Индию сейчас, да. Во? И погода там сейчас обычная. А тут, Простите, ваша фамилия Сазонов? Да, а что? Ну, не сигареты же мне убивают. Слышь, ну от кого и за что понятно. Делай, как договорились. Стойку с местами для персонала поставим здесь. Да, но мы собирались поставить ее здесь. Но поверьте, так будет значительно лучше. Вы ведь не специалист. Может быть. Но деньги здесь собираюсь зарабатывать я. Так что не обижайтесь. Давайте вернемся к плану, хорошо? Как скажете. Куриный супчик полезен для здоровья. Все равно год потерян уже. Ну ничего, в следующем году в Гарвард пригласят. Что там нового в универе? Да ничего. Хотя Нинка со своим буржуином переехала в новую квартиру. Приглашала посмотреть. Куда? Да куда-то на английскую набережную рядом с дворцом бракосочетания. Но ты знаешь, я не пойду. Хотя она и знает, что мы с тобой, но все равно. Это уж как-то слишком по-французски получается. Думаешь, ей не безразлично? У них очень странные отношения с этим ее. Правда, он старше намного. И, кстати, животик у нее уже совсем виден. Прости, наверное, тебе не очень приятно это слышать. Мне все равно. Это мне все равно. Ларочка, там оно, по-моему, пригорает. Да ничего, тетя Дин, он любит, когда пожестче. Люблю тебя. Саша, стой! Не стреляй! Не стреляй!
Ты что хочешь? Ты что делаешь? Он забрал у меня все! Все! Тихо, 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 тихо. Тихо. Ты что хочешь изменить, а? Саша. Ничего изменить нельзя уже. Саша. 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 Брось нож. Бросай нож. Слышишь меня? Нин, тебе плохо? Воды принести? Я ничего не хочу. Сережа, это полезно. Ты меня извини, пожалуйста, ты немного поплыл. Зина, скажите, а где Игорь покупает брокколи? Не знаю, Нина Александровна. А что? Вкус какой-то. Позовите мне его, пожалуйста. Сейчас. Нам нужно быть в 6 часов на приеме в честь Дня города. Нам? Я должен быть с супругой. Аркадий Львович, меня на встрече не будет. Договоритесь, пожалуйста, сами. Сколько это продлится? Как обычно, час. Но вы слышали. Да, документы у меня на столе. Я позже подъеду, если смогу. Спасибо. Значит, встретимся 5:30 на Каменном. Спасибо. Да? Какой? Кто? Второй человек. Я его плохо знаю. Привет. Привет. Переводишь здесь? Приглашен. Я профессор, доктор и светило лингвистики. Поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, с кем она беседует? Ага, знаю. И тебя это не беспокоит? Ничуть. Сережа! Извини. Это Сергей. Это Александр. Вы уже были знакомы, но наверняка не помните. Я абсолютно не помню. Я тоже все забыл. Извините. Да. Кто-то говорил, вы с Ларой поженились. Все руки не доходят. Руки тут ни при чем, да? Через 20, хорошо. Мне надо отъехать по делам. Ты остаешься? Я поболтаю с Сашей, если ты не против. Никоим образом. Когда тебя ждать? Не позже 10. До свидания. Всего доброго. Любишь его? Пожалуй, да. А он тебя? Нет. Он меня не любит. А как же вы живете?
во взаимном уважении. Знаешь, не знаю, что бы сейчас отдал, чтобы быть с тобой. А как же Лара? Да, это не важно. Я тебя хочу. Да ради бога. Поехали. У тебя есть машина? Да? Ну вот ты на своей, я на своей. Нехорошо, чтоб нас видели вместе. Сама готовила? Помнишь? Такое не забывается. Дневник покажи. А что смотреть? Там так одни пятерки. Угу. Весь меня. Подойди. Все, надо собираться. Знаешь, я по-прежнему тебя очень люблю. Любовь — это бред, Саш. Это болезнь. Я стала другим человеком, Саша. Я сама определяю свою жизнь. Я решаю, что хорошо, что плохо. Я ни от кого не завишу. Это мое тело. И я им распоряжаюсь так, как я хочу. Это моя душа. И она никому не принадлежит. Самое главное здесь – договор. Я его нарушила один раз. Что из этого вышло? Три разрушенные жизни. Хотя почему разрушенные? Все счастливы. По-своему. Правда, очень по-своему. Так что второй раз, Саша, мы договор нарушать не будем. Но мне пора. Да, за номер я заплатила. Can I help you, miss? No, it's okay. Пятку натерла. Как тебя зовут? Петя. Больно, Петя. Как больно. Куда, Нина Александровна? В офис.